Всем привет, дорогие друзья! Это 11 глава рассказа о сюжете Lineage 2. Бросившие вызов богам гиганты были уничтожены ангелами богини Эйнхасад, а их города и остатки цивилизации были разрушены ударом молота отчаяния. Последние выжившие гиганты были навечно заперты на бессмертном плато, поднятом ради их спасения богом хаоса Гренкаином. Те же, кто не успел добраться до плато, со временем деградировали и попали под власть созданного ими же искусственного интеллекта. В мире, оставшемся после гибели цивилизации гигантов, царил хаос и запустение. Множество животных и растений были уничтожены, величественные города и секретные лаборатории стерты с лица земли, а те, кому удалось выжить, теперь должны были постоянно бороться за выживание. С тех пор произошедшая катастрофа осталась в памяти земных рас как великое бедствие. Пораженная масштабами трагедии богиня Ева долго не могла остановить своих горьких слез, из-за которых образовалось озеро, впоследствии названное Радужным. Теперь, после внезапного исчезновения гигантов, во всем мире царила паника и беспорядок. Привычный ход вещей был нарушен. Расы эльфов, орков, артей, гномов и людей обрели неожиданную свободу и вместе с ней необходимость самим выживать в огромном мире. Расы обратились к богам с призывом о помощи, но ответом была тишина. Контроль над ситуацией первыми взяли эльфы, ведь именно они занимались политикой во времена гигантов. В 586 году до имперской эры, или за 2075 лет до начала игры, эльфы наконец добились успеха в деле воссоединения рас, став правителями всего континента. Во главе эльфийского государства, которое эльфы называют Лесным Королевством, стала мудрая королева Биора и совет из 12 старейшин, которых назначала Древо-Матерь. Старейшины могли общаться с ним и знать его волю. После Великого Бедствия Древо перестало назначать новых старейшин. В Lineage 2 достоверно известны лишь имена двух старейшин – Астериус и Терестиан. В L2M также упоминается старейшина Аллегра. Под руководством Биоры эльфийское королевство достигло пика величия и процветания. Сама Биора, согласно книге сказаний героя, была очень щедрой и часто дарила предметы наследия эльфов другим расам. У эльфов было несколько племен, из которых как минимум известны бурые, древесные и белые. Древесные и бурые, согласно гайдбуку, считались благородными племенами. В совете старейшин преобладали именно древесные эльфы. В центре мировоззрения и культуры эльфов была природа. Верования эльфов не были едиными. В то время как бурые эльфы остались верными богине-создательнице Шилен, ставшей богиней смерти, и даже построили в честь нее новый храм, другие эльфы приняли своей богиней Еву, новую покровительницу воды и природы. Однако в их вере были и языческие элементы, связанные с поклонением древу жизни. Из диалогов в игре известно, что верования белых эльфов отличались от верований других эльфийских племен и представляли собой шаманизм. Они поклонялись духам. На Говорящем острове до сих пор можно найти Стоунхенджи с древними мистическими знаками на камнях, которые и были местами поклонения королям духов, о которых мы говорили в главе про создание мира. Эльфийские волшебники накрепко связаны с духами природы, они заимствуют их силу, чтобы оберегать лес. Кроме того, эльфы обладали магией призыва, которая развивалась тысячи лет, начиная с тех пор, как эльфы впервые заключили договор с духами леса. Еще в мифические времена в эльфийском лесу жили единороги, с которыми у эльфов была дружба и какой-то контракт. Во время Великого Бедствия много единорогов погибло, а оставшиеся в живых мигрировали в Элизиум. Однако из-за контракта единороги приходят на помощь призывающим их эльфам даже из другого мира. Лишь немногие единороги остались в материальном мире. Единорог Паниэль, бывший предводителем единорогов и потерявший своих сородичей, отчаянно ищет родное племя. Другие последние представители единорогов остались в эльфийских землях и стали священными для этого народа, почитавшего их как единорогов Евы.
Вместе с магией эльфы развивали и другое ремесло. Эльфийское изящество проявляется не только в архитектуре или производстве оружия, но и в производстве аксессуаров. Эльфийские кузнецы освоили священный мифрил. Этот металл легче и тверже железа. Кроме того, поскольку он хорошо сочетается с магией, его стали использовать в качестве материала для магического оружия. Эльфы считают, что другие металлы, кроме мифрила, грязные и не любят даже прикасаться к ним. Поэтому большая часть доспехов, произведенных эльфами, сделана из мифрила. Величие эльфов росло, но вместе с ним росла и гордыня. С течением времени выяснилось, что эльфам не дано столь же эффективно управлять другими, как гигантам в свое время. К тому же, они, как и другие расы, были созданы богами, а не возникли вместе с миром, как и гиганты. Тогда почему они должны править всеми? После гибели цивилизации гигантов, каждая из рас сформировала свои предания и мифы, подчеркивая свое превосходство и подводя к мысли, что именно им суждено править остальными. Например, гномы говорили, что эта Мафор собрала ауры света и тьмы своих родителей и наполнила их аурой земли, чтобы создать землю, море, небо, горы и леса. И она создала гномов, земную расу, которая бы помогала ей в работе. Мафор научила гномов инженерному мастерству, искусству скульптуры и архитектуры, счету чисел и разгадыванию законов Вселенной с помощью абсолютной геометрии. Другие расы не могут понять даже основ абсолютной геометрии. Книга сказаний героя говорит, что гномы также почитают Паагрио как мастера молота и наковальни. Они изображают его в виде огромного кузнеца с красными волосами, красной бородой и огненными глазами. Ему, как правило, поклоняются гномы-мастера, работающие с раскаленным металлом у пылающих печей. Гномы рассказывают, что они делали более красивые изделия ручной работы, чем любая другая раса, и возводили роскошные, но практичные здания, а другие расы им завидовали. Некоторые гномы утверждают, что это они в далеком прошлом научили эльфов работать с мифрилом и адамантитом. Гномы стали безвозмездно предлагать другим расам свои работы, но другие расы с большой гордостью говорили, что не могут принять их бесплатно и отдавали свое имущество взамен. Так появился бартер. Гномы, которые научились таким образом торговать, в конечном счете стали торговцами. Несмотря на столь лестные по отношению к себе предания, гномы все-таки не были воинственными и не оспаривали владычество эльфов, а стремились лишь к личному обогащению. Раса Артей, которая оставалась свободной даже во времена гигантов, не вмешивалась в политику на континенте и одинаково хорошо относилась ко всем расам. Книга сказаний героя говорит, что свободолюбивый народ Артей в незапамятные времена вступал в связь с представителями других рас. Это привело к тому, что единые прежде Артеи разделились на чистокровных и полукровок. Учитывая более раннюю информацию о том, что давать потомство расы могут только при смешении с людьми, поскольку при создании людей использовались остатки всех стихий, полукровки Артей – это только потомки Артей, вступивших в связь с людьми. Артеи служат богу ветра Сайхе. Это раса, которая поддерживает самые тесные отношения со своим создателем. Они верят, что Сайха даст им свободу и не будет вмешиваться в их дела, но всегда придет им на помощь, если будет нужно. Артеи построили прекрасный храм, посвященный богу ветра. Считается, что Сайха слышит все молитвы и обращения к нему. Говорят, что во время церемоний в главной башне храма можно услышать его голос. Короля или королеву для Артей выбирает Сайха. Избранник получает особую силу от бога ветра и благодаря этому живет дольше, чем обычные Артеи. Сила эта передается от одного владыки к другому, поэтому нового правителя объявляют на похоронах прежнего. Артеи мирно сосуществовали с другими расами и не имели амбиций управлять всем континентом. Орки поначалу также не могли оспаривать владычество эльфов. Они были сильными и многочисленными, насчитывая 7 благородных и 108 низших племен. Однако орки были разрознены. Их объединяла лишь вера в Паагрио и фанатичное следование заветам великих предков.
Согласно книге сказаний героя, хотя орки не поклоняются Эйнхасад, они все же почитают ее как мать Паагрио. Они верят, что Эйнхасад живет в солнечном дворце в облике орлицы с золотым оперением, и что однажды она схватила меч Паагрио, взмыла в небеса и обожгла оружие жаром солнца, сотворив так легендарный пламенный меч. Орки верят, что наступит вечная зима, которая погубит все живое, но тогда Паагрио спустится с небес и спасет мир. Слабые и разрозненные армии орков не могли противостоять эльфам, поэтому орки были вынуждены подчиняться им. Пока племя Хистуи не сформировало коалицию из орочих племен. В королевстве орков была принята система, при которой вожди 7 основных племен избирают вождя одного из племен монархом путем консенсуса. Вождем мог стать только верховный шаман. Так, королем всех орков стал доблестный воин Занак из племени Морик, о котором стало известно из Эл-2М. Родившись с превосходным телосложением, Занак получил доказательство крови в возрасте 17 лет и с подавляющей силой победил благородных вождей, что позволило ему стать первым и последним королем орков. С помощью стратегии и обучения Занак превратил слабую армию орков в мощную силу. Основой этой мощи стало мировоззрение орков и их религиозная система, основанная на постоянном стремлении к силе, дошедшая вплоть до начала игры. Все племена орков объединяют не кровные узы и клятвы, а душевное состояние каждого члена. Орки верят, что единого разума можно достичь, используя общий символ. Таким символом является тотем каждого племени. Тотем достойного племени Хистуи – Гризли, символизирующий мудрость. Тотем хладнокровного племени Атуба – заостренный клык. Ингредиентом для создания этого тотема является клык вражеского орка. Убивая свою собственную расу, они узнают, что означает бессердечный боевой дух тотема Атубы. Тотемное животное – волк. Тотем стойких Неруга – это топор и стрела. В этом символе заключен дух Неруга, которые никогда не отступят, пока не победят врага. Тотемное животное – летучая мышь. Тотем решительного племени Уруту – череп с 2 мечами. Для изготовления тотема используют головы орков-предателей. Этот тотем – торжественное предупреждение предателям, запятнавшим честь племени. Также это признак сильной воли. Уруту никогда не остановится, пока не накажут каждого предателя. Тотем находчивого племени Дудамара – гигантский паук. Плетите паутину и оставайтесь совершенно неподвижными с ледяным терпением, пока враг не попадет в ловушку. И как только он это сделает, мы прикончим его незаметно, как это может сделать только хищник. Вот так сражается наше племя, говорят воины Дудамара. Тотем беспощадного племени Ганди – это линия, соединяющая 2 круга. 2 круга символизируют жизнь и смерть и связаны между собой, образуя большой круг. Он символизирует бесконечный цикл жизни и смерти и является определяющим символом воинов-орков. Они чувствуют себя наиболее живыми на поле битвы, когда смерть рядом с ними. Тотемное животное племени – монстроглаз. Племя Атуба стало отвечать за воспитание воинов. Дудамара управляли Кабатари, а Хистуи совершали все религиозные ритуалы. Культ Паагрио, который можно назвать официальной религией орков, отбирает бойцов и обучает их как монахов. Орки-налетчики – это элитные бойцы, которыми становятся немногие, ведь при выполнении 2 испытаний, необходимых для признания орком-налетчиком, молодые орки часто погибают. Многих орков называют разрушителями, потому что если они идут в атаку, то не остановятся, пока не уничтожат врага. Монахи Паагрио стремятся стать максимально сильными, полагаясь только на свое тело, а не на экипировку. Для этого они практикуют кабард – древнее традиционное боевое искусство орков, передающееся из поколения в поколение. Кабард превращает тело в безупречное оружие. Кабатари часто становятся отшельниками, чтобы никто не мешал им практиковаться. Они также прокалывают жизненно важные точки на теле, вызывая различные аномалии. Базовые секреты Кабарта содержатся в 2 свитках.
Игроку, желающему пойти по пути изучения Кабарта, по квестам нужно добыть и прочитать эти свитки. Орки-монахи, практикующие Кабарт, используют только оружие, поддерживающее их боевые искусства, такое как кастеты, и вместо крепких доспехов полагаются на татуировки с магическими эффектами, нанесенные на разные части тела. В игре говорится, что мастера Кабарта, называемые кабатари, могут завалить огромного зверя одним ударом кулака. Возможно, изначально профессия тиран должна была называться кабатари. Третья профессия, переведенная как аватар или в английском гранд кабатари, на самом деле означает великий кабатари, то есть тот, кто довел навыки Кабарта до предела. В отличие от монахов, которые выбираются из числа воинов, орков-магов обучают как священников с самого раннего возраста, не только веря в бога огня и силы, но также и шаманской системе, которая является уникальной частью культуры орков. Конечно, поскольку это раса орков, все, даже маги, проходят базовую боевую подготовку. Если эльфы почитают духов как священных существ, то орки командуют духами, используя власть огня. Однако орочий мистик еще не может командовать духами, а только просит о помощи. Орочий шаман уже способен подчинить их, поскольку получает благословение по агрио. Тогда с помощью огня он сам становится способен благословлять орочих воинов и проклинать врагов. Под благословением по агрио орки понимают изучение языка пламени, знание которого необходимо для общения с духами, и запоминание имен 99 духов, чтобы управлять ими. Тотемный дух Хистуи дает особый коготь, которым орки прокалывают свой язык и, выпивая свою кровь, изучают язык пламени. Таков язык, которому нельзя обучить и который нельзя записать. У орков также есть свой уникальный язык, изречение на котором иногда можно встретить в игре. Например, в квесте Сага Титана, где многие NPC начинают и заканчивают свою речь словами «Теджакар Паагрио» или «Теджакар Урока», что означает «Да здравствует Паагрио», «Да здравствует раса орков». В квесте «Путь шамана» можно встретить выражение «Деджакиар Ламме», которое переводится как «Вечный огонь». За слово «огонь» отвечает корень «лам», который также употребляется в квесте «Испытание Верховного Шамана» при упоминании повелителя пламени Кикеи. То есть «ламма» переводится как «огонь», а «ламчар» как «повелитель пламени». «Декара ламчар Кикеи», говорит провидец Монаки в квесте «Испытание славы». Слово «декара» встречается также в квестах «Испытание Верховного Шамана» и «Жестокое наказание». И в обоих диалогах там встречается слово «хвала». Исходя из этого, «Декара ламчар Кикеи» можно перевести как «хвала повелителю пламени Кикеи». Еще одной характерной чертой орков является указание принадлежности к племени с помощью предлога «зу», например, «татару зу Хистуи» или «гентаки зу Уруту». Изнуряющие себя тренировками, объединенные верой в великих предков и учение по агрио, орки во главе с королем Занаком образуют свое орочье королевство в регионе Илига на момент игры, называемом Ильмор, и становятся силой, способной бросить вызов владычеству эльфов. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.